To see so many chakra leaders from all over Russia. Харе Кришна, приятно видеть столько лидеров чакр со всей России. Как здесь эхо выключить? So, you're still in, what is that place? My city? Your city? Yeah. Which was is it? Vladimir. Vladimir. So it's become a chakra now? No, just one group. Okay. Anyway. So, for the chakra leaders, what is your mission? Итак, в чем заключается миссия лидера округа? Because we have to have a goal, a very, very focused goal. Then we can achieve a lot of success. Почему сейчас мы об этом говорим? Потому что, чтобы достичь успеха, мы должны четко сформулировать свою цель. Because people think bhakti-vrikša means leadership, means working hard. Обычно думаю, что бхакти-врикша она ассоциируется с лидерством, с тяжелой упорной работой. So they think, oh, bhakti-vriksha leader worked very hard, then sector leader more hard work. И возникает такое неправильное понимание, что если лидер группы бхакти-врикши так тяжело трудится, значит лидер сектора он должен еще больше работать. And then if you become a chakra leader who finished, no time for anything, very hard, too much hard work. А лидер округа это вообще уже конец, уже времени на что не останется. Right? You think like that? Да, есть такое, существует. But if you see in spiritual life, it is just the opposite. Но в духовной жизни все как раз наоборот. You see Krishna, he's playing the flute and enjoying himself. Смотрите, чем занимается Кришна, он играет на флейте и наслаждается жизнью. And everyone else is doing, even the demigods, everyone is doing what he should do. А всю остальную работу, все его желания исполняют остальные, его слуги, полубоги. And likewise, you have any level of leader, he does less work and all the other people do more work. Аналогичным образом это происходит в бхакти-врикше, чем выше Not ступень bhakti-vriksha, demigods and other people. И во всех иерархиях, у полубогов и других местах мы наблюдаем ту же картину, чем выше уровень лидера, тем меньше ему приходится делать. But the leader has the ideas and makes the plans. Потому что роль лидера в том, чтобы формулировать идеи и строить планы. And then he empowers, trains. Когда это произошло, лидер уполномачивает своих подопечных, обучает их. And delegates. Делегирует им полномочия. So that is what actually, when you become a chakra leader, you should be doing less actual work and but you must be making more people work for you. Поэтому, когда вы переходите на ступень лидера округа, то физической работы должно стать меньше и больше уполномачений других преданных, чтобы они помогали вам. Is that happening for you? Это происходит в ваших округах? Yes? Okay. Good. So what is your mission then? Итак, в чем же ваша миссия? So the mission is create a loving Vaishnava community through the bhakti-vriksha program. Миссия заключается в том, чтобы создать вайшнавскую общину, основанную на любви с помощью бхакти-врикши. In the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Сделать это в умонастроении Господа Чайтаньи Махапрабху. And why do we do that? So that we can usher in the golden age. И зачем это нужно? Для того, чтобы скорее наступил золотой век. So we have to understand first of all what is the nature of a Vaishnava community. Прежде всего мы должны с вами понять, какова природа вайшнавской общины. I mean, we already know, but in the sense we have to have very clear, this is what we want in our community. Какие-то представления на эту тему у нас, конечно, есть, но сейчас мы должны постараться очень четко, детально представить, какой мы хотим видеть нашу вайшнавскую общину. And we have to have the complete knowledge and faith that if we follow the mood and instructions of Chaitanya Mahaprabhu, we will definitely achieve that. И кроме этого, нам необходимо полное знание и вера в то, что если мы будем следовать заветам Шри Чайтаньи Махапрабху, то достигнем желанного результата. Because this age belongs to Chaitanya Mahaprabhu, he is the avatar. Этот век, это век Господа Чайтаньи Махапрабху, потому что он является юга-аватарой. And the Yuga Dharma is chanting of the holy names. А юга-дхарма этого века — повторение святого имени. And the instructions of Chaitanya Mahaprabhu is to preach. Наставление Господь Чайтанья дал нам, чтобы мы проповедовали. And the mood that Chaitanya Mahaprabhu said was in the mood of complete humility.
А настроение, в котором это нужно делать, по словам Господа Чайтаньи, это настроение глубочайшего смирения. So if you follow these instructions, for sure you will be very, very successful. Если просто следовать этим наставлениям, вас ожидает громкий успех. So, so what do we want to achieve in this Vaishnava community? You already started with a small group as a bhakti-vrikša leader, and then it multiplied some more, and then now you have a bigger group to take care of. Вы все начали с того, что были лидерами группы, потом ваша община бхакти-врикши росла, сейчас она выросла, и надо понять, что мы хотим достичь. So it is not enough if you just think, okay, I have so many groups, so many sector leaders, and then preaching is going on in these groups. Недостаточно останавливаться на достигнутом, на том, что уже столько групп, есть лидеры секторов, проповедь идет, ну и нормально. Are the members of your chakra, are they all behaving like a Vaishnava community? Are they all interacting? Do they have good relationships? Надо озаботиться тем, как общаются и взаимодействуют между собой участники вашего округа. Делается ли это на основе вайшнавских ценностей и этикета? And as a chakra, are you also, united with the rest of the community? И надо озаботиться тем, являетесь ли вы вместе с своим округом частью большей вайшнавской общины. That's very important. Это очень важно. Because we are not just about, numbers. We just don't want to, putting pressure, okay, come on, now you have to multiply the numbers as if it's a factory. Нас интересуют не только цифры, мы не на заводе работаем, где важно какую-то валовую продукцию выдавать, сколько групп, как быстро они делятся. But we want this wonderful communication and these loving relationships. Чего мы хотим достичь, это связи между преданными, отношения, основанные на любви. So, what are the things in a Vaishnava community? First thing is that we have to make sure a Vaishnava community means that it has to be constantly expanding. Вайшнавская община подразумевает постоянное расширение. That means expansion means that everybody is concerned to bring more souls to Krishna consciousness. Что такое расширение? Это значит, что все думают о том, как все новые и новые души привести в сознание Кришны. They must, that must be the one which gives them the greatest joy to bring more people to Krishna consciousness. Именно это намерение приводить новых людей в сознание Кришны должно служить для нас основным источником радости. They must not think of this as a big burden. Oof, my leaders are always telling me to get more people. Не нужно думать, воспринимать это как бремя, не нужно думать, вот лидеры все время твердят, новых людей надо приводить. So, are the members, you have to be all the time be on the lookout to increase this mood of wanting to get people into the, new people into Krishna consciousness. Поэтому все члены общины должны непрестанно думать о том, как познакомить все новых и новых людей с сознанием Кришны. Because that is the real qualification or of a Vaishnava, that he is always concerned about the misery of others. Именно это качество является главной характеристикой вайшнава, то, что он постоянно печется о благе других. That is really showing love to people. Именно в этом проявляется истинная любовь к ближним. That you don't want them to suffer anymore and you want to give them the highest love to them. В том, что вы не хотите, чтобы они страдали и дальше, и хотите дать им ощутить вкус высшей любви. And when all the members of your group, of your chakra, have this kind of mood, then everything happens so nicely, very easily. И если у всех участников вашего округа будет такое настроение, то все остальные вещи будут делаться очень легко и просто. And if they don't have that mood, you have so many problems. Если такое настроение не удастся развить, будет множество проблем. People are complaining about too much work, Преданные будут жаловаться, что слишком много служения у них, too many obstacles and difficulties, у них слишком много трудностей, препятствий, lack of cooperation, что уровень сотрудничества недостаточно высок. right? So the fundamental root cause of the problem is that you have to instill this mood for the desire to bring
souls into Krishna consciousness. Множество проблем может возникать, но главная причина у них одна – это недостаток желания приводить людей в сознание Кришны. So for this reason, now we have for preaching. Let us take preaching. So there are 3 levels of preaching. Сейчас мы поговорим о проповеди. Существует 3 уровня проповеди. The first is contact. Первый уровень – это контакт с человеком. That means you have to get a lot of new people. I mean, you have to contact them. Для того, чтобы привести много новых людей, нужно как-то вступить с ними в контакт. I mean, they have no knowledge about Krishna consciousness, no interest in spiritual life. Поскольку люди эти пока ничего не знают о сознании Кришны, не интересуются духовной жизнью. But you have to make some kind of arrangement where you come into contact with such people. Нужно как-то выйти на них и завязать с ними отношения. And then you have to cultivate them so that then they are ready to come for the programs. После этого таких людей надо взращивать, культивировать, чтобы они были готовы прийти на наши программы. And once they start coming for the programs, we have to care for them. И как только они начнут приходить на наши программы, нужно начинать заботиться о них. Now, this is actually the preaching activity of contact, cultivation and care. Вот это 3 слагаемых проповеди: контакт, культивирование и забота. And we have to involve every member of the chakra in one of these activities. И в каком-то из этих видов деятельности, но каждый участник округа должен участвовать, хотя бы в чем-то. Then the whole community is like, one in doing all these activities. Если это произойдет, то вы увидите единение общины вокруг проповеди. So, the first level of preaching is the contact, and there are different ways in which you can contact new people. Первый уровень проповеди – это контакт с новым человеком, и войти с ним в контакт можно по-разному. And we call them this as the bridge program. Эта программа еще по-другому называется «Наведение мостов». That is, you're taking them from where they are towards somewhere, so that they feel little comfortable being with us. Когда вы наводите мосты с человеком и помогаете ему из того положения, в котором он находится, занять какое-то более лучшее и комфортное для него положение. So here in Russia you have some bridge programs like what? Goloka Fest. Then? Какие программы такого рода есть в России? Вот Goloka Fest назвали. Public programs. Public programs. Food for life. Food for life. Публичные программы. Благость. Клуб благость. Психология 3000. Psychology, yoga, Ayurveda. Да, программа психологии, йоги, аюрведе и так далее. Now we want to make such bridge programs that every member of the chakra is somehow helping us to do these bridge programs. То есть это своего рода просветительские программы, и хорошо, если каждый участник округа в каких-то таких программах принимает участие. You know which is the easiest bridge program to do and which is the most powerful? Знаете, какая из таких просветительских программ самая простая и в то же время самая могущественная? Yes. Kirtan, Harinam. Harinama. So, if you have kirtan programs in different homes, just inviting them for 1 hour, only kirtan. Можно проводить на квартирах, в домах у людей программы, приглашать людей на киртан. Просто на час прийти на киртан. Because that is the Yuga Dharma, right? Chanting. Congregational chanting is the Yuga Dharma for this age. Ведь мы знаем, что совместное пение святого имени – это юга-дхарма для нынешнего века. And it's very, very powerful. People really become very much, they like it. And there's not much philosophy. You just do kirtan and prasadam. Программа эта очень могущественная, людям она очень нравится. Не надо какие-то философские лекции давать, просто киртан и прасад. But you might think, now how do I go, where will I conduct these kirtans? Вы можете подумать, и где же теперь киртаны эти проводить, куда идти? So you ask the new members of the bhakti-врикша and new members who come to the Sunday program. Можно с этим обратиться к новым участникам бхакти-врикши или к новичкам, которые приходят на воскресные программы. That would you like to host a kirtan program in your house? И предложить ему, а хотите мы у вас дома киртан проведем?
программу. Just invite your relatives, friends, whoever, neighbors, Можете пригласить родных, друзей, соседей, кого хотите. and tell them we'll just come and do a music program for them. Скажите, что будет просто музыкальная программа. And so just 2 or 3 devotees is enough to go to that kirtan Достаточно program. 2-3 преданных, чтобы провести такую программу. You have a small altar, temporary altar, Поставить маленький алтарь нужно. and kartalas and maybe mridanga if possible. Not necessary. Не обязательно, но желательно также мридангу, есть возможность, караталы. Some books for selling, Книги взять, предложить людям. and some japamalas just in case they agree to chant. Четки на всякий случай, вдруг кто-то захочет на четках начать повторять. And maybe some photos of Chaitanya Mahaprabhu, Можно изображение Господа Чайтаньи Махапрабху. and a card with the Hare Krishna mantra and the Panchatattva mantra. И листовочки или карточки с Махамантрой, Панчататва мантрой. And now we are also making a pamphlet with miracles. I will send it in Russian. You can translate and then you can also make later. И также мы сейчас начали делать такой флаер с описаниями разных чудес. Я потом пришлю, что в России тоже можно было его напечатать. So we've made a pamphlet in which we have some little bit about Chaitanya Mahaprabhu and about Hare Krishna mantra. Флаер или брошюра, там чуть-чуть написано о Махамантре, о Шри Чайтаньи Махапрабху. And then we have different devotees sharing, very interesting things, the miracles that they experience through chanting Hare Krishna mantra. И дальше идут цитаты разных преданных, где они рассказывают, какие чудеса с ними происходили благодаря повторению Махамантры Харе Кришна. And if you give it to these new people, they'll be very attracted about the Hare Krishna mantra. И новые люди, когда им дают такой буклетик, обычно очень привлекаются к Махамантре. So, and then, so you can just tell them a little about Chaitanya Mahaprabhu or about chanting. Можно перед программой сказать несколько слов о повторении Махамантры, о Шри Чайтаньи Махапрабху. You have a picture of Gaur-Nitai, Поставить изображение Горы Нитая. and maybe you can ask them to come and offer some flowers. Можно предложить людям подойти, предложить цветы алтарю. And you take some little prasadam, some dry prasadam with you, so that the host has no burden at all. И какой-то просад обязательно с собой принести, не портите, чтобы хозяев не обременять этого дома. So, can you imagine how many kirtan programs you'll be able to do? Вы даже не представляете, сколько таких программ вы можете провести. How many do you think? Как вы думаете, сколько таких программ можно провести? Huh? Yes, and through that, because kirtan is so powerful, just after a little while, people become very enthusiastic. Очень много программ можно провести, и эффект тоже замечательный, потому что киртан очень могущественный, люди очень-очень вдохновляются от киртана. Then from this is the contact program, and from there you can take those who are a little more serious, you can send them to outreach programs. Эта программа относится к категории установления контакта, и наиболее серьезные участники этих программ, дальше их можно направлять уже на проповеднические программы. And this outreach program, we have, it is very light. Проповеднические программы имеются в виду такие очень косвенные программы. It is with PowerPoint, with pictures. Тоже косвенно такие несложные, то есть какая-то презентация в PowerPoint с картинками. I'll show it to you when we get, projector is there. Кто не знает, проектор есть. Когда будет проектор, можно показать будет пример такой презентации. So it has about the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. На этих программах в презентации можно рассказывать об играх Чайтаньи Махапрабху, With pictures. сопровождая слайдами. And after that, kirtan for 15 minutes. 15 minutes is the slideshow of Chaitanya Mahaprabhu's Leelas. Шоу где-то, слайд-шоу минут на 15, потом киртан, For 15 minutes. тоже 15 минут. With a quotation, from the Shastras about the power of kirtan. Цитаты из Шастр показать, где говорится о могуществе киртана. And then one Bhagavad Gita shloka. Потом разобрать один стих из Гиты, And also in the PowerPoint, with small points. тоже в формате презентации. So it is very easy for the person who is conducting it also through the PowerPoint to explain. Когда вы пользуетесь презентацией в PowerPoint, то это ведущему сильно упрощает задачу.
And it's very interesting even for the people, very light at the same time, very effective. Очень наглядно, очень доступно для присутствующих и в то же время очень эффективно. And we are making many weeks of such outreach programs. We already have 10, but we want to make for 52 weeks. Сейчас уже разработаны такие программы на 10 недель, вот, но мы хотим до 52 недель довести. And from these outreach programs, whoever is little more serious, then we send them to the bhakti-врикша. И из таких проповеднических программ наиболее серьезных участников можно уже приглашать на бхакти-врикшу. So, if we have these three, contact, cultivation, now these two programs, then you can imagine it's constantly, you can have any number of kirtan programs going on in the city and a lot of outreach programs also. All the time it's increasing, and from these programs we get members for our bhakti-врикша. И вот два начальных этапа мы рассмотрели. Это контакт и культивирование. Поскольку количество программ уровня контакта с киртаной можно вообще неограниченно проводить, то можете представить, какое огромное количество людей окажется охвачено этими программами, кого можно потом приглашать на бхакти-врикшу. And you can use even, the members of the bhakti-врикша who are like chanting 16 rounds, a little serious, they can all start doing these outreach programs. И такие проповеднические программы можно поручить серьезным участникам бхакти-врикши, которые 16 кругов повторяют. And these outreach programs are only for 1 hour, so it's very easy. Программа рассчитана всего на час, и провести ее совсем не трудно. So that by the time they finish the 64 weeks, they already have some, idea about how to preach. So there will be more leaders waiting to start bhakti-vrikshas. И по окончании 64 недель уже будет появляться у преданных понимание того, как проповедовать, они будут более готовы открывать свои группы. So we have to really focus on Chaitanya Mahaprabhu and Hare Krishna mantra to really penetrate Для того, the чтобы society. проникнуть в общество, нужно на двух вещах концентрироваться: на Шри Чайтанье Махапрабху и Махамантре. So then after that we come to the bhakti-врикша themselves. И сейчас мы подходим уже непосредственно к бхакти-врикше. So in the bhakti-vrikshas we have to give a lot of training to the leaders. На бхакти-врикше нужно уделять очень большое внимание подготовке лидеров. Because the bhakti-врикша leaders, what they do is they normally, without training, they just do it a little mechanically. Потому что без подготовки лидеры бхакти-врикши ведут программу несколько механически. And then they find that all the members are not growing as they should be growing. И в результате это придет к тому, что участники группы не растут так, как они должны расти. So with the result, what happens is everything is on the head of the bhakti-врикша leader. И в итоге все бремя, вся ответственность ложится целиком на голову лидера группы. And so after that, the group doesn't multiply. В результате группа не делится. And the bhakti-врикша leader starts another bhakti-врикша group. Лидер открывает новую группу. And in this way, he again has to struggle bringing up a new group. И начинается все сначала. Опять ему нужно создавать новую группу. So this is not the way that bhakti-vrikshas should happen. Это не наш путь. And that is why we must make sure that the sector leaders are doing their job. Вот почему нужно убедиться, что лидеры секторов выполняют свои обязанности. Sector leaders have to really supervise the bhakti-врикша leaders. Лидеры секторов должны осуществлять надзор и контроль за лидерами групп. And if the bhakti-врикша leaders are not cooperating, then the chakra leader has to make sure that they do cooperate. Если лидеры групп не сотрудничают, то тогда лидер округа должен сделать так, чтобы они начали сотрудничать. So, the Krishna consciousness is all about relationships. Сознание Кришны основано на взаимоотношениях. Even in the material world, all work is done effectively if relationships are good. Даже в материальном мире путь к успеху – это хорошие взаимоотношения. So we have to make sure that every member of your chakra has a good relationship with everyone else. Вот почему мы должны позаботиться о том, чтобы каждый участник нашего округа имел хорошие отношения со всеми другими участниками. And especially with the leaders. И в первую очередь с лидерами. It's our responsibility. Это наш долг. We cannot just put the
blame on, the chakra sector leader or bhakti-vriksha leader. Oh, he fights with everyone, that's why it's not working. Нельзя просто взять и переложить ответственность на лидера группы или сектора и сказать, он такой конфликтный, просто ни с кем язык не может найти. They can keep passing the buck to the higher authority, but the buck stops with you. You have to take responsibility for your whole chakra. Конечно, в случае проблем, эта проблема выше по иерархии передается, но ответственность за округ лежит на вас. So for that, you have to, in order to make sure that, again, everything in bhakti-vriksha, because it's organized, it becomes very easy and simple. Бхакти-врикша вообще очень просто делать что угодно благодаря организованной структуре бхакти-врикши. So we have to have a strategic planning to make sure that you reach out to every member of your chakra. И нам необходим стратегический план, который позволит нам убедиться, что задействован каждый до единого участник нашего округа. So if you have a meeting with your sector leaders, к примеру, вы встречаетесь с лидерами секторов, and then you have to ask them, okay, now tell me, what is happening in your sector? How many groups? И когда вы с ними встречаетесь, вы должны спросить каждого, расскажи, что происходит в твоем секторе, сколько у тебя групп? Who are the members of these groups? Кто участники этих групп? What is their attendance? Регулярно ли они посещают программу? What is their siksha levels? Какой у них уровень шикши? How many of them are, regularly doing services? Многие ли из них регулярно выполняют служение? How many of them are giving some money? Кто из них жертвует? So, in this way, the chakra leader has before him the news or information about every member of his chakra. Таким образом, лидер округа владеет информацией о каждом участнике округа. So, based on that, he has to make a plan for the next 3 months. What am I going to achieve? На основе этой информации лидер округа составляет план на ближайшие 3 месяца. So, for example, how many new groups are going to be started? К примеру, он знает, сколько новых групп планируется открыть. And all the different types of programs, bridge programs, outreach programs, bhakti-vriksha programs. И он знает обо всех программах, которые проводятся, просветительских, проповеднических, в рамках бхакти-врикши, какие программы проходят. Maybe monthly Mangalarti programs. Once a month you have Mangalarti programs? Раз в месяц Мангаларти программа, да, проводится такая программа, раз в месяц на Мангаларти. Okay. So whatever, now we will discuss. Now I will ask from you. Подробнее мы позже об этом поговорим. Сейчас я хочу вас спросить. To make your goals happen, work for you, what are the steps you need to take? Скажите, пожалуйста, для того, чтобы ваши планы осуществились, какие шаги вы должны предпринять? You want to see that all the members keep growing up in their spiritual commitments. Вы хотите, что все участники округа росли в духовном плане? And you want that they are all very enthusiastic. Вы хотите, чтобы они были полны энтузиазма? And that they get a lot of training. Чтобы они получали необходимое обучение. And they take responsibility. И брали на себя ответственность. So what are the things that they should be doing? Что для этого они должны делать? Now you tell me. Вы мне сейчас скажите. What are the programs required to make sure that every member of your chakra is advancing nicely and doing a lot of activities? Какие программы нужны, чтобы каждый участник вашей чакры развивался духовно и активно участвовал в жизни and that they become leaders. Округа и в результате стал сам лидером? So what do you think? Yes. Sadhana. Okay, very good sadhana. Okay. So how do you make sure that they all have very good sadhana? Как позаботиться о тем, чтобы у них у всех была хорошая садхана? Ну, то есть своим примером, своя садхана должна быть. Okay, by own example. Потом Then вместе можно какие-то время тренинга, то, что сказала Маргарита, раз в месяц Мангаларти делать или совместные воспевания устраивать. То есть собственным примером раз в месяц можно собираться, как было сказано в Мангаларти. okay.
Еще важно звонить. Я, например, звоню, общаюсь, узнаю, как джапа, какие-то новые обеты и так далее. То есть личностно обсуждать, не на встречах, помимо встреч лично. You will ask every member Вы что, будете обзванивать каждого of участника your округа? chakra? You're a chakra leader? Вы лидер округа? Ну, Sector leader. Are you going to ring up every member of your sector? Вы каждого участника своего сектора обзваниваете? ну, секторов не так же много. Why Okay, not? but even then. So whom will you call? Ну хорошо, даже если групп не так много в секторе, кому вы должны звонить? Лидерам секторов. Okay. If I will be chakra leader, I will call to a sector. No, as a sector leader, whom will you? How many Leader of group. groups do you Leaders have? of groups. Сколько групп у вас? Вот у вас сектор, вы лидер сектора, сколько групп у вас в секторе? Сейчас будет 3 скоро. Three groups. Okay. So whom will you call? Вот у вас Find 3 out группы. their Кому sadhana. вы будете звонить, чтобы узнать о садане участников этих групп? Лидерам групп. Group leaders, yes. And then what will you tell the group? How will the members be cared for? И каким образом забота об участниках этих 3 групп будет выполняться? Кто о них будет заботиться? Нужно вдохновлять лидера групп, чтобы они также следили и заботились о лидерах, членах группы. Yes, on the phone call. And to write it, everyone has a sadhana chart. И чтобы следить за саданой, каждый ведет карточку саданы. Мы сейчас, например, вот, когда ведем общий список посещаемости групп, табель, там мы пробуем присылать еще и количество кругов. Can you hear what he's saying? Maybe. Yes. Louder. How? Сейчас мы ведем общий табель посещения групп, членами групп, и там мы также стараемся вдохновлять лидеров групп, чтобы они присылали информацию о членах групп, сколько кругов и там в общей таблице. No, you said about sadhana. Вот мы про садну сейчас с вами говорим. So how will you make sure that everybody is, like new members, you cannot ask them to fill up sadhana charts. Вот смотрите, новые участники групп, вы же не будете их просить карточку садны заполнять. Как вы узнаете об их садане? Лидер группы интересуется саданой своего подопечного, и в этот табель он присылает количество кругов, которые он читает, и там принципы, которые он держит. То есть в общем табеле мы видим, что в каждой группе происходит. Okay, do you do that? И вы это осуществили, да, на практике? С трудом, то есть в какой-то момент информация пришла, но регулярно как бы сложно обновлять его в реальном времени. То есть не всегда лидеры групп, каждый раз четкую информацию выдают. Есть трудности, но в принципе как-то это работает. What is the difficulty they face? Трудность-то в чем? В том, что регулярную информацию пополняется? Да. Yeah, why do they find it? Почему вот эта трудность, как вы думаете, возникает вот с регулярным обновлением информации? Потому что лидеры групп не регулярно интересуются этой саданой и And why are they not inquiring from them? А почему лидеры групп нерегулярно опрашивают участников групп? Because you are not inquiring from the sector. Потому что вы, как лидер сектора, не опрашиваете лидеров понятно, группы. что нужно как бы осуществлять некий такой духовный контроль за этим и каждый раз вдохновлять и просить прислать. Yes. Да, совершенно Я верно. это понимаю. You have to call only 3 people, right? То есть вам нужно звонить всех, достаточно 3 человекам You have to keep звонить. pushing only 3 people. И вдохновлять 3 только. And those 3 people, they have to, then if you are constantly, because this is what, then if they get that mood also, that I have to somehow see that all the members are chanting and, reading and whatever, that enthusiasm should be there for their sadhana. И у этих 3 лидеров должно такое же понимание развиться, как важно следить за садной, энтузиазм, вот это вот все делать. Должно у них появиться это настроение.
And to increase the enthusiasm for sadhana, what are the things that we could do? Что можно сделать, чтобы повысить энтузиазм в отношении садханы? Совместные, может быть, какие-то духовные программы, это иногда вместе собираться на джапу. Some programs when they come together and chant japa, for example. Japa marathon, right? Japa marathon, да? Very important. Anywhere where you're having regular japa marathons, definitely the sadhana will be very good. Обычно там, где регулярно проводят джапа-марафоны, там с садханой проблем не бывает. If you don't have any time, at least once in 2 months, your bhakti-vriksha, instead of doing bhakti-vriksha, make all the members simply chant. Даже если нет... Что? Пора заканчивать? Даже если нет времени отдельные джапа-марафоны делать, хотя бы раз в 2 месяца вместо обычного занятия проведите джап-марафон, когда все просто повторяют джапу. Через сколько минут надо? Всего уже? Couple of minutes left. Then we have to move another 10 minutes. Okay. So today we talk about sadhana. Yes. Я просто хотела поделиться, потому что у нас 1,5 года это действует. Это называется живой будильник у нас вайшнавский. То есть просто мы по цепочке созваниваемся каждое утро. Прабу с прабу, матаджи с матаджами. И эффект очень сильный. Кто хочет, может попробовать. Okay. Yes, very nice. Yes, that's a way. Это хорошо. Then, what are the way? Maybe having, can you have meet together just your chakra or sector alone to have a Mangalarti program once a week or once 2 weeks or once a month? Потом можно... No, first the sector leader or the chakra leader has a Mangalarti program for his sector or this thing together once in a month or once in 2 weeks. Раз в месяц, 2 раза в месяц лидер округа может проводить для своих подопечных Мангаларати, например, собирать вместе их. So they become very enthusiastic because just doing all the aratis and chanting and Bhagavatam class. У преданных естественным образом возникнет энтузиазм просто от участия в Мангаларати, от лекций по Бхагаватам и всего остального. Is that possible? Если это возможно. Возможно такое делать? Yeah? Ну, вопрос, можно Мангаларати в какое время? What time should they? Timing is okay. No, for new people, До 2 часа только до одной точки доезжаем. okay. Timing is according to your convenience. Even if it's a little later, it doesn't matter. Время не так важно, как вам удобно. Даже если позже, ничего страшного. Ну вот я про это и говорю, что если сместить, тогда реально. Okay, so somehow you must, once you give them this enthusiasm for chanting, for their sadhana, that's, I mean, you're really giving them the most valuable thing. Так или иначе, необходимо это сделать, необходимо вдохновить лидеров на чтение джапы, на садхану, на киртан. Если вы это сделаете, вы им окажете очень-очень большую услугу. And they'll never forget this help for their lives. Они всю жизнь вам будут потом благодарны за это. Because people really are struggling to improve their sadhana. Потому что на самом деле преданным не так-то легко наладить свою садхану. They may understand. You may tell them it's very good to chant, you should do all these things. And they may agree with you. Вы будете читать им лекции, говорить, как это хорошо соблюдать садхану, они будут с вами соглашаться. But the difficulty is in following it. Но проблема в том, чтобы на практике все это осуществить. And so if you make sure that somehow you're going to help everyone, that they develop this strength to do their sadhana properly. Но если вы каким-то образом сможете на практике помочь им наладить свою садхану, then you'll find that your whole group, your chakra or sector, are very, very enthusiastic. They, after that they will just keep going up in their Krishna если вы consciousness. поможете лидерам, то увидите, что весь ваш сектор, весь ваш округ сразу пойдет в такой бурный духовный рост. Дальше все будет само развиваться. So please meditate on this, and then today when you are going to meet in the afternoon, please all of you come together for the workshop. Пожалуйста, подумайте об этом, и вечером, когда вы соберетесь на работу в группах, And discuss about all these practical difficulties or
methods how to improve the sadhana. Пожалуйста, поговорите о том, какие препятствия возникают на пути к садхане и как можно их преодолеть. We really request you to come and take part in the workshop because it's so important. Пожалуйста, обязательно примите участие в работе в группах, это очень важно. Because here we cannot discuss about individual, needs of Здесь all the в leaders. формате семинара мы не можем рассмотреть индивидуальные ситуации разных лидеров. But there you will have a lot of interaction. А вечером будет гораздо больше интерактива и возможности сделать это. And kindly come and share what was discussed in today's workshop. Приходите и поделитесь, пообсуждайте то, о чем говорилось здесь. Thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna. Отлично.